открытия Ормузского пролива Иран и США вроде как договорились, подписали меморандум, и первые корабли уже пошли через Ормузский пролив. Правда, не все так хорошо, как вот это многие объясняют и показывают. Сообщается там и о минах, которые надо еще обезвредить, и о том, что пока еще не все корабли, которые хотели, прошли. Но все-таки динамику мы видим, что цены на рынках падают. Ну и возникает вопрос, будут ли эти цены падать и дальше, или это пока только такая эмоциональная история, а не реальная физическая. Ну и если говорить про влияние всего происходящего, как это все будет влиять на рынок, ну и как это все будет влиять на Россию и другие добывающие страны. Ну, давайте смотреть. Действительно, меморандум подписан электронно, 21 век на дворе, никто не встречался. Да, вроде бы Ормуз открыт, да, вроде бы что-то пошло, пока сведений точных не поступает, но если смотреть на мировые биржи, цены стремительно пошли вниз, и все бы хорошо, но надо помнить, что это цены на фьючерсы. Фьючерсы, простите, уже августа месяца, это по-прежнему, как всегда и было, рынок надежд, ожиданий, рисков, предмет для всевозможных словесных интервенций и так далее. При этом определить спотовые цены, то есть моя нефть против ваших денег, не очень просто, поскольку в обязанности добывающих, покупающих, продающих компаний не входит отчитываться о каждой сделке. Международные рейтинговые агентства информацию по этому поводу получают методом опроса. То есть звонки, письма, кто ответит, кто не ответит. Ну, по оценкам, реальная цена, то есть вот цена черной или коричневой маслянистой жижи сейчас где-то на уровне $100 за баррель, то есть значительно выше, чем то, что мы видим на фьючерсном рынке. Все-таки бумажная и реальная нефть, они не совсем уж намертво связаны. Говорят о том, что действительно цены по году окажутся опять в вилке $70-80. Это оптимисты говорят. Запасы велики, есть нефть на танкерах, которые все это время использовались как плавучие нефтехранилища. И все бы хорошо. Вот сейчас мгновенно все это выйдет на рынок, мгновенно не получится. Если смотреть на многолетнюю статистику Ормузского пролива, 20-22 миллиона баррелей в сутки. То есть, если там даже учесть береговые хранилища, что накоплено около 300 миллионов баррелей, но это все равно процесс. Процессы за это время, я думаю, что и спотовый рынок начнет понимать реальность, насколько она хороша, насколько она не хороша. И, может быть, тот спад, который уже наметился спроса для тех стран, которые относятся к развивающимся, цена была высоковата и пошли очень нехорошие тенденции для добывающих стран. Падение спроса – это на самом деле такая большая катастрофа, потому что спад спроса на нефть говорит о том, что пошел спад в экономике, а вот его восстанавливать всегда сложнее, чем взять и уронить. Я думаю, что где-нибудь к концу месяца, к началу следующего, что-нибудь да прояснится. Говорить о том, что сразу все придет в порядок, давайте в качестве такого, что точно уже известно, это заявление Катара. Он рассчитывает в течение ближайших 3 месяцев выйти на половину объема своего традиционного производства СПГ и в течение 8 месяцев на традиционные величины вернуться. Вот это, наверное, и есть те сроки, в течение которых может действительно все нормализоваться. То есть ближе к концу года, может быть, ситуация вернется в нормальное состояние. Это, разумеется, касается не только нефти, но и других энергетических ресурсов, которые шли. Это не только сжиженный природный газ Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, но и производство нефтепродуктов, в том числе и очень крупный проект Shell и Qatar Energy Gas to Liquid, то есть производство нефтепродуктов непосредственно из природного газа, там порядка 1,25 миллиона баррелей в сутки, это то, что предназначалось в основном для европейского рынка. Так что какое-то время на все это уйдет. Понятно, что цены снизятся, насколько глубоко, во многом зависит от того, будут ли действительно сняты все санкции в отношении Ирана со стороны США. Что в этом случае нужно ожидать и появления иранской нефти на рынке,
объемы там могут быть до 1,5 миллиона баррелей в сутки, это достаточно значительно. Вряд ли сейчас Иран может выдерживать паузу с тем, чтобы подождать, пока цены поднимутся. Разрушения, которые ему нанесла израильская и американская коалиция, достаточно велики. Надо восстанавливать и жилые дома, и инфраструктурные объекты, и предприятия. Деньги нужны сейчас. Может быть, не будет таким стремительным выброс иранской нефти на рынок только в том случае, если действительно будут разморожены его активы золотовалютные. Вроде бы в меморандуме идет речь о том, что немедленной разморозке подлежат 24 миллиарда долларов, но будет это выполнено, не будет, поскольку с той стороны США могут быть любые сюрпризы. Так же, как, собственно говоря, надо помнить о том, что вот это не обязывающий договор подписан некий, а, грубо говоря, коммюнике. 60 дней для того, чтобы закончить переговоры по всем остальным направлениям, снять все остальные вопросы. Удастся за эти 60 дней о чем договориться или нет, можно гадать, хотя политологи говорят, что вероятнее всего договорятся, потому что через 60 дней выборы в Соединенных Штатах промежуточные будут совсем близко, и в это время начинать военные действия Трамп точно не будет в связи с электоральными рисками. Что такой тугой узел нефти и политики. Что это означает для России? Дисконт, то есть скидка по отношению к бренду, сейчас возвращается в привычное состояние. Напомню, что наш флагманский сорт Юрос был всегда на 3-5 долларов ниже по стоимости, чем эталонная бренд. Немножко другой химический состав, немножко выше плотность, немножко больше серы. Такая традиционная разница. Вот пока дисконт вот такой, 3-5 долларов. Как и что будет происходить дальше, сейчас можно только гадать. 17 числа закончился срок приостановки антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов. Министерство финансов Соединенных Штатов и его комитет соответствующий сейчас пытаются взять на себя роль такого мегаконтролера. Вот этим я разрешаю покупать, этим я разрешаю добывать, этим запрещаю. Посмотрим, что из этого получится. За время, которое продолжалась блокада, у нас появились новые потребители, новые направления, свидетельством чему был только что прошедший саммит АСЕАН. Там назывались конкретные цифры, куда насколько процентов удалось увеличить поставки, и для России это на самом деле полезно, особенно если эти тенденции будут закреплены. Напомню, что после 2022 года у нас есть такая тройка покупателей крупнейших по объемам: Китай, Индия и Турция. Если удастся немножечко диверсифицировать, это только на пользу пойдет. Понятно, чем больше покупателей, тем лучше. Тем более, что, судя по выступлениям в АСЕАН, оглядываться на американские санкции, на европейские санкции у стран с ними не связанных желания все меньше. Вряд ли кого-то устраивает, что кто-то где-то разрешает, запрещает. Есть потребности экономики, есть спрос со стороны населения, его нужно удовлетворять, а не оглядываться на интересы заокеанских хозяев. Если говорить о краткосрочной перспективе, сейчас надо подводить итоги, что России удалось выиграть за время продолжения горячей стадии конфликта. Назывались суммы, которые дополнительно пришли в государственный бюджет России, которые дополнительно смогли заработать наши нефтяные компании. Вот сейчас надо будет, видимо, подвести какие-то промежуточные итоги, посмотреть, все ли удалось вернуть в те места, где они были необходимы. Ну и готовиться к новым проблемам. Проблема в том, что не только стоимость нефти пойдет вниз, но и проблема, как на Петербургском форуме международном экономическом отметил глава Роснефти Игорь Иванович Сечин, непредсказуемость курса рубля. Многие говорят о том, что в бюджет на этот год нефть закладывалась, исходя из 59 долларов за баррель, но это неправда. Это неправда, потому что государственный бюджет Российской Федерации составляется в рублях. И на тот момент, когда формировался бюджет, утверждался в правительстве, в парламенте, курс был один, сейчас доллар значительно подешевел.
Соответственно, тот выигрыш по цене, который наблюдается, вместо 59 сейчас получается что-то около 70-74. Вопрос, как соотносится это по рублям. Не очень хорошо, на самом деле, потому что часть прибыли вот на этом ушла. Это с одной стороны. С другой стороны, выгоден низкий курс доллара для России или нет, это вопросы к серьезным экономистам, это не ко мне. Я могу говорить только о нефти. Что касается нефти, нам оказалось невыгодно. Цена в долларах выросла, в рублях практически сохранилась на месте. Нехорошо. Могли бы зарабатывать. Вот такая обстановка. Удивительно то, что мы сейчас наблюдаем на европейской бирже TTF. Пошли вниз котировки природного газа, хотя его объем на рынке не увеличился. То есть вот те самые словесные интервенции влияют даже вот на таком уровне, что у меня вызывает здоровое удивление. Газа не прибавилось, но цены снизились. Что касается Европы, здесь настроение понятно. Никто ничего менять не собирается, да, в связи с тем, что происходило в Ормузе, дополнительные расходы, там что-то в районе 50 миллиардов евро, но это не повод отменять хоть какие-то санкции в отношении России, ценовой потолок шевелить, еще что-то, готовится 21-й пакет санкций и так далее, и так далее. То есть Европа в своем стиле, ничего менять она пока не будет. Достаточно тревожно у них выглядит обстановка с накопленными запасами в подземных хранилищах газа, но, на мой взгляд, это не наши проблемы. Что касается единственного маршрута трубопроводных поставок по магистральному газопроводу Турецкий поток, за пределами территории Турции он называется почему-то Балканский поток, поступление газа, соответственно, в саму Турцию, в Сербию, в Венгрию и в Словакию продолжается в обычном темпе. В Болгарию газ не поступает. Болгария отказалась покупать газ за рубли. Действие мартовского 2022 года указа Владимира Владимировича газ за рубли никто не отменял. Если вы хотите приобретать российский газ, будьте добры перевести рубли на счета «Газпрома». Только после этого состоится отгрузка. Но это европейские проблемы, нас они, в принципе, не сильно касаются. Нас касается то, что происходит на нашем внутреннем рынке. Но это совершенно не связано с Ормузом. Здесь другие проблемы, достаточно известные. Можно коснуться отдельно, конечно. Что у нас и еще? Говорить о том, хорошо или плохо, о том, что закончился конфликт, на мой взгляд, однозначно для нас это выгодно. Потому что, если говорить о долгосрочной перспективе, все проекты сотрудничества с Ираном взаимовыгодные, снова можно приступать к реализации. Напомню, что у нас множество проектов, связанных прежде всего с транзитом. Тот самый международный транспортный коридор север-юг, сшиваемость Евразии железнодорожными путями, не выходящими в морские проливы и заливы, где, как выяснилось, можно очень легко прервать любые торговые обмены. Так что 92-миллионный рынок Ирана нам выгоден. Напомню, что для того, чтобы завершить работу по западному маршруту, железнодорожная ветка от Бендер-Аббаса на берегу Персидского залива до наших балтийских портов, необходимо было завершить железнодорожный участок на границе Ирана и Азербайджана, Реш-Тастара. Там все проблемы, которые стояли, выделение земельных участков, решение проблем для нас, может быть, звучит неожиданно, но если учесть климат Ирана, в этих горах растет лес. Лес для Ирана это очень важный компонент, то есть вот этот экологический момент тоже мешал, тем более, что деревья непростые, там какие-то очень раритетные, но вроде бы все решилось. Межправительственное соглашение есть, технико-экономическое обоснование на завершающих этапах, и вот здесь у нас возникла пауза. Я надеюсь, что вернулся ко всем этим проектам, надеюсь, что в более быстром темпе, потому что события показали, что этот маршрут крайне важен. Если говорить о центральном маршруте север-юг, это Каспийское море, здесь тоже стало понятно, что нужно наращивать торговый флот, нужно наращивать товарообмен по тем маршрутам, которые менее доступны для всех коалиций Эпштейна, и что там еще возникнет, бог его знает, этот маршрут нам нужен.
В Иран, напоминаю, в этом году уже планировали начать поставки российского газа в небольшом объеме. Да, Иран – это страна номер 2 по ресурсам газа, но все месторождения находятся на юге, север энергодефицитен, и поскольку здесь горы, здесь тоже есть зимний период, решение о теплофикации населенных пунктов прошло за счет газа. Соответственно, нужно либо строить новые магистральные газопроводы, но это сложно, это дорого. И второй момент, на территории Ирана всего 2 подземных хранилища газа, и оба расположены не там, где и хотелось бы. Один на границе с Туркменией, второй рядышком с Тегераном, а этот мегаполис, разумеется, все регулирующие возможности хранилищ уже взял на себя. Поэтому поступление газа с севера было бы выгодно, тем более, что трубопровод цел, это не Европа, здесь никто ничего не взрывает, не уносит трубы в металлолом, как это в нецивилизованных европейских странах принято. Еще в начале 70-х годов был построен газопровод Иран-СССР, маршрут через все тот же город Астара пограничный. Тогда этот город был пограничным пунктом Ирана и Советского Союза, сейчас Ирана и Азербайджана. Линейная часть в полном порядке. Азербайджан на транзите денег зарабатывать не отказывается. Но, повторяюсь, это не европейские страны, это цивилизованные. То есть, действительно, проект можно было бы реализовать. Мощность того, что имеется, порядка 2 миллиардов кубометров газа в год, с этого можно было бы стартовать. Посмотрим, как будет вести себя Иран. Там в меморандуме и создание некого фонда для восстановления разрушенных городов и весей в размере 300 миллиардов, по-моему, долларов. Будет он создан, не будет, кто будет вливать в него деньги, когда это произойдет. Числа на бумаге зафиксированы, а вот будут ли они зафиксированы в суровой реальности, посмотрим. Что касается наших бывших советских стран, которые тоже нефтедобывающие и газодобывающие, понятно, что снижение цен невыгодно Азербайджану и Казахстану. Туркмения, поставляющая газ в Китай, вряд ли этим озаботится. Здесь долгосрочные контракты. Здесь таких рисков нет. Поставки азербайджанского газа на европейский рынок, это понятно, что риск. Здесь спотовое ценообразование сейчас пошло вниз, значит, Азербайджан не получит ту прибыль, на которую он мог бы рассчитывать, если бы конфликт вокруг Ормуза продолжался. Вот вкратце так. Вроде бы все возможности, которые предоставляет КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, на месте. В последнее время сообщений о налетах БПЛА не было. Отгрузка идет в штатном режиме. Здесь Казахстан ничего не корректирует, будет пользоваться теми возможностями, которые появились в результате последнего совещания Министерской комиссии ОПЕК+, мониторинговой комиссии. Квоты немножечко повышены, я думаю, что Казахстан постарается их полностью употребить по назначению. Ну, как бы так, если бегом-бегом. Заканчивая с этой темой, про санкции было сказано, и тут Трамп не так давно сказал, что я, может быть, введу против России санкции. Вы сказали, что, в принципе, закончилась та льготная, скажем так, с американской стороны история, когда они свои санкции временно приостанавливали. Возникает вопрос, вот те разговоры Трампа про новые санкции против российской нефти, они о том, что не будут вводиться опять вот эти вот разрешающие какие-то периоды, или они именно про новые санкции, которые еще ранее не были задействованы? Есть ли у американцев вообще какие-то возможности еще куда-то там санкции вводить, или они уже ввели все, что только можно? Чем хорош Дональд Трамп, его хорошо комментировать. Любой журналист может написать: Трамп заявил, поставить двоеточие и, глядя в потолок, написать любой набор слов. Это очень удобно. Если говорить реально, без иронии, многое будет зависеть от того, как обстоят дела на внутреннем рынке Соединенных Штатов. Если сравнивать цены на автозаправках, февральские до начала событий и нынешний рост составил порядка 40%. До выборной кампании остается не так много. Вот если на АЗС будет видно движение вниз, тогда нужно опасаться новых санкций. У нас вот такой индикатор. С утра встаем и изучаем, как там в Пенсильвании, во Флориде и что в Техасе.
Есть ли настроение? Ну, на мой взгляд, однозначно. Если возможность будет, какие-нибудь санкции будут вводиться. Но если виртуальные или биржевые, вернее, цены не будут транслироваться на внутренний рынок США, то пауза будет продолжаться. Новых санкций ждать будем. Вот просто смотрим на то, что творится на внутреннем рынке. Напомню, что у нас тут всех мучили новостями о том, что Соединенные Штаты вышли в лидеры по объему экспорта нефти. То ли 2, то ли 3 недели они поставляли больше всех. Сейчас подвели итоги. Запасы нефти в стратегическом резерве находятся на уровне 1983 года. То есть уже меньше, чем при Байдене. Разумеется, Трампу это тоже припомнят. Господа из конкурирующей партии, в связи с чем тоже большой вопрос. Будет ли Трамп пытаться восстанавливать стратегический резерв? В том случае, если правительство США выйдет на рынок закупок, ну, это дополнительная тенденция к росту стоимости нефти. Так что ему сейчас тоже непросто, и хочется, и колется, и выборы рядом, и России надо чем-то грозить. Ему непросто. Так что будем надеяться, что вот ему есть чем заняться, будет дух Анкориджа возрождать или убивать дух Анкориджа. Посмотрим.